Всем привет, с вами Дэн и AgeLosser, топ-бренд из Китая. У них есть свой магазин, есть магазин на AliExpress. И я вам показывал несколько их моделей и в свое время, даже года 2, может быть 3 назад, так, здесь инструкция, тряпочка, года 2-3 назад признавал их одним из лучших часов за целый год. И давайте смотреть, давайте коробочку открывать. Опа, о, вы посмотрите, кстати. Симпатичная и коробочка, и самое главное, конечно же, часы. Так, ну что ж, давайте распакуем и продолжим. Я вам, знаете, что хочу сказать? Что AgeLosser уже получил много наград за дизайн, в том числе немецкие награды, итальянские, английские. Там уже порядка 20 наград за дизайн они успели получить. Хотя бренд не такой уж и старый, по-моему, лет, может быть, 5-7 ему. Но вы представляете, да, уровень. И действительно, часы у них выходят просто потрясающе. Я распаковал часы. Слушайте, конечно, они были красивые и на рендерах, но вживую очень круто. Это очень круто. Мне нравится дизайн, это круто. И я вам сразу скажу, дизайнер этих часов занимается Этьен Руфью, экс-дизайнер в Зенит, Пармиджани, Гуччи, так что вы понимаете, да, уровень дизайнера. У AgeLosser, да, у последних их моделей. И, кстати, китайцы в целом, я так понимаю, что в часах, как и в автомобильной индустрии, уже пошли по проторенной дорожке, то есть приглашают европейских дизайнеров. И, пожалуй, вот это вот соединение, да, классный европейский дизайн и китайские технологии и производственные возможности позволяют делать просто потрясающие вещи абсолютно. Кстати, на эти часы их можно купить на AliExpress, да, для покупателей из России, и будет специальный мой промокодик по ссылке там на $10. Оставлю в описании к этому ролику. А сама модель стоит $600 на официальном сайте и на момент записи ролика 44 тысячи рублей на AliExpress. И вот теперь давайте разбираться, что же такого необычного в этих часах, помимо крутейшего дизайна. И как вы видите, это большой лунник, который сделан немножко даже по-другому, чем обычно делают лунники. Здесь крупная луна, фазы луны часы показывают. И я, честно говоря, первый раз вижу такую реализацию. И мне нравится, слушайте, они вот сделали большую часть циферблата, как раз занимает индикация фаз луны. И нет каких-то украшательств излишних, только классная луна. Сейчас мы ее немножко подвигаем. И минимализм, да, вот у нас просто диск, вот такой как бы панорама на циферблате. Луна красиво, необычно, минималистично, при том, что это лунник. И все индикаторы, часы и минуты, они вынесены на внешний радиус, они как будто бы даже вот не участвуют в этой композиции, этой концепции. Очень круто. Слушайте, мне нравится. Мне нравится. Я сейчас постараюсь, да, давайте сейчас сделаю паузу на ролике и Луну передвину куда-нибудь подальше, потом продолжим. А вот тут смотрите, у нас Луна полностью исчезла, затменится. Передвинул Луну, чтобы она была чуть более отчетливо видна. Тут в первом положении заводной головки как раз можно управлять Луной. Ну, а второе положение — это мы с вами двигаем стрелки. Блин, это красиво. Это красиво. Давайте немножко по технике, потом уже будем рассматривать циферблат. Ну, скажу так, что Луна двигается, полный оборот совершает, да, за 29,51 день. И обычно в лунниках делают как? Там традиционное, да, количество зубцов, и, соответственно, ошибка составляет 1 день за 2,6 года, да, если у нас часы непрерывно работают у обычных лунников. AgeLosser пошли дальше и сделали более сложную конструкцию механизма, и у них получилась одна ошибка за 4 года, да, в этих часах. То есть это практически 1 день имеется в виду, да, на 1 день часы неправильные показания показывают за целых 4 года. И это, конечно, таки гроссмейстерский результат. Ну, а, собственно, AgeLosser сами разрабатывают калибры, да, и поэтому могут позволить себе интересные, необычные и, я бы сказал, дорогие усложнения в таком, да, по сути дела, начальном ценовом сегменте. В этих часах калибр очень красивая отделка. Вы посмотрите, какую красотулечку предлагает AgeLosser. Но мы привыкли, что они такое могут делать. И они это делают. Здесь калибр А4610, 28800 полуколебаний в час, автоподзавод, как видите. Отделка красивая очень. 80 часов запас хода.
Ну и большая луна. И 27 камней. Это красиво. Это красиво. Идем дальше по характеристикам. Здесь сталь 316L, сапфировое стекло, кожаный ремешок, мягкий классный ремешок, система быстрой замены есть, такая оранжевая подложка, ну это такой классический цвет у Edgelosser. Блин, ремешок очень классный, очень мягкий, такой чуть-чуть шершавенький. Супер, как будто бы немножко нубук, но нет. Кстати, мне нравится такая кожа, очень классная. И прострочка в тон, и вообще все вот в один тон сделано, да, такой серый-серый, и только у нас немножко поблескивает циферблат по краю. 50 метров водозащита, супер люминово у нас есть на Луне. И давайте еще по размерам, здесь 40 мм диаметр, высота 11 мм. Ну и еще хочется, наверное, измерить быстренько ремешок. 20 мм. И от ушка до ушка сколько здесь? 46,5. То есть максимально универсальная модель. Мое запястье 18,5 в обхвате. Но здесь приятная посадка. Короткие ушки, вниз сразу загибаются. Невысокий корпус, чуть-чуть выпуклое сапфировое стекло. И мягкий ремешок. Очень классно. Очень нравится, как на запястье эта модель смотрится. Слушайте, ну это прям бомбяу, круто. Ну и что мне особенно нравится в дизайне, да, вот посмотрите, у нас есть зеркальная полировка по ранту, дальше идет чуть-чуть выше, чем основная часть циферблата. Основная часть циферблата у нас диск, на котором как раз луна, и потом еще идет верхняя часть, где она неподвижна уже, и там логотип. Аккуратно так зеркальная полировочка по буквам, стрелки тоже с полировкой объемной. Посмотрите, мы посмотрим сейчас грани их, но вы видите, да, как стрелки. Какие стрелки секси, ё-моё. И вот дальше идет уже на внешнем таком круге у нас минутная и часовая разметка. И она как будто бы не участвует вот в этой композиции, но при этом с читаемостью проблем нет. И очень красиво вынесена вовне. Ну, понятно, здесь работал классный дизайнер. Мне нравится. Это красиво, это шикарно. Нравятся такие вот длинные, прямоугольные как будто бы, да, ушки. Зеркальная полировка по грани и здесь, и на ранте. А центральная часть сатинирования. Плоская заводная головка. Кстати, она очень удобная, уже попробовал. Фу, слушайте, очень круто, и хочется прям даже вот простыми вещами заняться, а именно посмотреть, что у нас по весу получается. 76-77 грамм. Немного, на каждый день вполне себе такую красоту. Причем часы максимально универсальные, они и под футболку, и под костюм, они невысокие, они классные, и они прям дизайнерские. Ну и вот он циферблат, вот они. Объемные стрелки, и они граненые, у них несколько граней, у них центральная часть, да, как бы плоско идет, и вниз 2 грани уходят. Посмотрите, как переливается. Вот это круто. Привет, как говорится, Гранд-Сейка. Тут ребята в начальном ценовом сегменте делают вот такую красотулечку. Ну и луна объемная. Прям чувствуется этот рельеф, да, посмотрите. И метки тоже объемные, как и стрелки. Такая же, кстати, да, вот стрелка, вот прям сейчас хорошо видно, и метки, они одинаково сделаны в плане дизайна и объема. Очень круто. И железная дорога такая, нет, это даже полированная. А тут еще Moonface указано, да. Зеркальная полировка высочайшего класса, особенно для этого сегмента, это вообще недостижимо. Просто круто. Красавчики, что я хочу сказать. Это очень круто. Фу, ну что ж, я вам хочу сказать по итогам этого обзора. Ну это просто вау, вот и все, у меня других слов нет. Пишите, как вам эти часы, что еще из Edgelosser показать на канале. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.